Привет, как дела? В последнее время многие обсуждают пост Чонгука о Тэхёне в его аккаунте в Instagram, теперь пост не видим, и, как и ожидалось, появились теории, предполагающие, что он удалил его, потому что хотел опубликовать фото с Чимином или под давлением. Однако реальность гораздо проще и яснее. Пост не был удален, а просто заархивирован. Вы все еще можете увидеть совместную работу Тэхёна и Чонгука в профиле Тэхёна. Были предположения о близости Чонгука и Чимина, особенно в плане фан-сервиса, однако эти взаимодействия явно остались в прошлом. Теперь Чонгук, кажется, гораздо свободнее быть с кем хочет, и все указывает на Тэхёна. Не только то, что мы видим в социальных сетях, но и короткие, запечатленные моменты, все они показывают настоящие, близкие и очень особенные отношения между ними. За эти годы компания и даже некоторые сотрудники, казалось, приложили немало усилий, чтобы разлучить их, и все же, несмотря на все это, Чонгук всегда находит способ оставаться рядом с Тэхёном, и это говорит о многом. Теперь, когда у него больше свободы, становится ясно, что он выбирает быть с ним, независимо от того, что думают другие. Ярким примером этого является недавний перелет, который они совершили вместе. Их не окружали профессиональные камеры или съемочная группа, были только Чонгук и Тэхён, разделяющие тихий момент как пара. Во время перелета Тэхён сидел на коленях у Чонгука, они оба выглядели невероятно расслабленными, как будто ничто другое не имело значения, кроме как наслаждаться обществом друг друга. Интересно, что почти всегда, когда они появляются вместе в эти более интимные моменты, вокруг никого нет, ни персонала, ни камер. Мы видим искренность. Вот почему многие, кто давно следит за Тэхёном, понимают разницу между тем, что является частью их работы, и тем, что является частью их настоящих отношений. Чонгук опубликовал свой первый пост в Instagram за долгое время, и хотя некоторые пытались преуменьшить его значение или предполагали, что он сделал это из чувства долга, правда в том, что нет никаких признаков давления. Все указывает на то, что это было его решение, как он всегда делает с Тэхёном. Многие продолжают отрицать очевидное, некоторые по-прежнему предпочитают верить, что то, что произошло между ними, было просто игрой перед камерами. Поэтому, вместо того, чтобы продолжать оправдываться или распространять необоснованные слухи, самое справедливое – принять то, что мы видим. Тэкук не вымысел и не продукт фан-сервиса, они настоящая пара, которая многое пережила и теперь может выражать себя более свободно. Я хочу остановиться на минутку и поговорить о том, что происходит в последнее время в социальных сетях. Многие начали критиковать Джей-Хоупа просто за то, что он не публикует фотографии Тэхёна в своем Instagram или не упоминает его во время прямых трансляций. И хотя я понимаю, что некоторые люди искренне восхищаются своими кумирами, я думаю, что это немного перебор. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что этот канал, который вы смотрите, был создан, потому что я глубоко восхищаюсь Тэхёном и Чонгуком, и как артистами, и тем, что они представляют вместе. Я подписан на них, потому что мне нравится их творчество, их личности и, самое главное, их особые отношения. Для меня Тэхён – это не просто сочетание имен, это пара с историей, которая строилась долгое время. Отношения, основанные на доверии, привязанности и любви, которые очевидны в мельчайших деталях и даже в самых заметных моментах. Теперь, возвращаясь к Джей-Хоупу, я думаю, важно помнить, что каждый участник группы имеет свободу публиковать в своих социальных сетях все, что захочет. Мы не можем ожидать, что они всегда будут упоминать всех в каждой истории или посте, иногда это происходит в разных контекстах, иногда они не могут поделиться всем из-за корпоративных проблем, а иногда просто выбирают, что показать. Это не значит, что они кого-то игнорируют или исключают, не все имеет скрытые мотивы. В данном случае некоторые начинают говорить, что Джей-Хоуп намеренно исключает Тэхёна или просто хочет внимания. Даже другие участники группы, которые также используют Чонгука как способ добиться известности, используют его. И, честно говоря, это никому не помогает. Несправедливо предъявлять кому-то обвинения, не имеющие под собой ни доказательств, ни контекста. Джей-Хоуп всегда проявлял уважение к участникам группы, включая Тэхёна. И если он не появляется в истории, это не обязательно означает, что между ними есть проблемы. Тэхён также выложил свой пост, на одном из них он с Чимином наслаждается моментом.
Никакой неловкости не было. Иногда так и бывает, это личное решение, чем поделиться. Не у всего есть скрытые мотивы. Кроме того, важно помнить, как устроена индустрия развлечений. Компании часто решают, что показывать, на что обратить внимание, кого публиковать в определенные моменты. И это не всегда отражает то, что происходит между участниками группы или в их реальной жизни. Использовать это как основание для нападок на кого-то вроде Джей Хоупа абсурдно. Поэтому, вместо того, чтобы критиковать ненужное или подпитывать беспочвенные теории, я бы предпочел сосредоточиться на том, что действительно важно для нас, на Тэкуке. Отношения Тэхёна и Чингука были одними из самых искренних и стабильных в группе. Как фанаты Тэхёна, мы также несем ответственность. Речь идет не только о том, чтобы следить за каждым контентом или наслаждаться прекрасными моментами, которыми они делятся, мы также должны поддерживать их разумно, не причиняя боли другим и не ввязываясь в споры, которые ничего не значат. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы ценить их отношения, признавать их особую ценность и при этом уважать атмосферу, в которой они живут. В конечном счете, ни мы, ни они не имеем прямого отношения к жизни друг друга. Мы не знаем всего, что происходит за кулисами. Все, что мы можем сделать, это наслаждаться тем, что они решают нам показать, продолжать поддерживать их и верить в то, что они строят вместе. Поэтому не тратьте энергию на бесплодные споры. Не поддавайтесь провокациям и не разжигайте ненависть к другим участникам группы. У каждого свое место, свой образ жизни и свои отношения с другими. Важно то, что Чингук и Тэхён, как пара, остаются сильными, едиными и продолжают сиять вместе. Это самое главное. В отношениях Тэхёна и Чингука есть нечто, что невозможно игнорировать, и дело было не только в том, что они делали на сцене или перед камерой, но и в том, как они искали друг друга, поддерживали друг друга и понимали друг друга без слов. Те, кто давно следил за ними, заметили перемены. Раньше их совместные мгновения были короче, реже, словно они измеряли, сколько всего могут показать. Но теперь то, чем они делились, стало более постоянным, свободным, естественным. Больше не было никаких признаков того, что они пытались скрыть свои чувства, вместо этого, казалось, они просто решили позволить всему идти своим чередом. И это заставило многих осознать, насколько сильна их связь. Речь шла не только о близости или глубокой дружбе, но о чем-то более прочном, более интимном. Потому что то, что существовало между ними, не нуждалось в объяснении громкими словами или экстравагантными жестами, все дело было в мелочах, в том, как они без колебаний прикасались друг к другу, в том, как они подходили друг к другу, как будто они были рядом всегда.